Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю для вас общий расклад Таро. Цыганская выкладка карт. Что было, что есть, что будет. Онлайн-гадание для мужчин, для женщин, на судьбу, на ситуацию, на ближайшее будущее. Что было, что есть, что будет, что приходит, что уходит и чем сердце успокоится. Давайте посмотрим, начнем с того, кто пришел на расклад, с какой ситуацией. На расклад пришел хороший человек, добрый, верный, надежный, милый, да, такой. Может быть, вы действительно работаете много, служите много, ну или служите, работаете, не обязательно много, да. Ну и на раскладе человек, для которого аспекты дружбы, они важны на первом месте. Ну и вопросы дружбы, отношений на первом месте. Да, вы человек, вы душа компании. Вас любят окружающие. Знаете, есть люди, которых недолюбливают, да, вас долюбливают. Ну и вас любят окружающие, а вы любите компанию. Такое вот идет. Но если вы не любите компанию, вас все равно окружающие любят. Вы, наверное, семейный человек, или вопросы семьи у вас на первом месте. Ну, вопрос о детях, о муже, о жене, о маме, о папе, ну, о семье, семейные вопросы. Ждете какой-то новости о мужчине, или вы как мужчина ждете новости какой-то. Ищете связь с каким-то человеком, ну, с мужчиной, с женщиной. Этот человек для вас надежный, ну, он важен для вас, но вы эту связь устанавливаете долго, трудно, ну, тяжело, трудно установить вам эту связь. Ну и дух подсказывает, что есть какая-то хитрость вокруг вас. Может, кто-то наблюдает за вами. Но вы, наверное, догадываетесь об этом. Но есть, может быть, человек в вашем окружении, который такой диковатый немножко. Или немножко не идет на контакт. Или не похож на вас, но вам хочется быть с ним, да, ближе. То есть вам бы как бы наладить связь с кем-то. Этот человек трудно идет на контакт. Вот так вот. Ну, знаете как, лиса же она дикая, и лис не пойдет жить в дом, как правило, да, или если и пойдет, то убежит, а если и не убежит, то возьмет, перегрызет всех кур в доме, да. Есть некий человек, которому тяжело наладить с вами контакт, ну вот как-то такое. Давайте посмотрим немножечко о том, что было в вашей судьбе. Ну вот такой вот человек, да. На раскладе у нас человек семейный, или которому важны аспекты семьи, душа компании, вас любят, этого человека любят, вы, может быть, любите компанию. Вам важно наладить связь с человеком, который трудно идет на контакт, не похож на вас, или, возможно, не доверяет вам, или есть какая-то интрига, хитрость с человеком, который бы, ну, желательно, чтобы был ближе, но он как бы отстраняется немножко, да, смотрит как бы в свою сторону от вас. И такое ощущение у меня вот здесь, что одна часть жизни как будто бы за вас, ну, одна половина за вас, а другая половина жизни как бы против вас. Ну, не жизни, а реальности, вот такое. Давайте, что было в вашей жизни? В вашей жизни был важный друг, который для вас сделал очень много. То есть человек, он был, скорее всего, может быть, его уже и нет. В вашей жизни был надежный мужчина или надежная женщина, но он был вам очень дорог. То есть самый дорогой человек в вашей жизни уже был.
Ну, уже был, может, еще и будет, посмотрим. Дальше, да, действительно, у вас был какой-то такой красивый роман, или красивые отношения, или красивое ухаживание, красивая любовь, очень красивый сад и прошлое. То есть вы вспоминаете о прошлом как о чем-то очень хорошем, да. На вашу семью влияла какая-то очень важная, властная женщина. Если чувствуете магию, что она магичила, возможно, магичила. Это карта ведьмацкая часто. Если магии не чувствуете, но была в вашей жизни женщина, которая оказала очень важную, весомую роль, оставила свой след, и он может быть не обязательно хороший. Но учитывая то, что карт больше хороших, то, скорее всего, он хороший след. Но если вы чувствуете, что есть женщина, которая там вам напортила что-то по черной кошке, может быть. Мужчина, который от вас ушел, отдалился, скорее всего, назад не торопится возвращаться. К мужчине из прошлого у вас дорога закрыта. Закрывает ее женщина, закрывает ее магия. Вот эти две карты. Мужчине вернуться в семью очень тяжело. Особенно если вы с кем-то хотите наладить из прошлого. Ему вернуться очень тяжело к вам. Или выйти из своей семьи этому мужчине тяжело. И это в прошлом. То есть, если он в прошлом отдалился, то вернуться сейчас ему будет крайне трудно. Сейчас у вас как будто бы остановилась перспектива, и в прошлом она была, но произошел какой-то момент, связанный с женщиной, и как будто бы закрылись дороги, закрылись пути по вот этим картам двум. А виной всему женщина с жезлом. Либо ведьма, либо колдунья, либо там властная женщина, если магии и колдовства у вас не было, но вот вы считаете, что не было. Хорошо, тогда эта женщина просто закрыла дорогу. Дорогу, пути и возврат вам туда, куда вы идете, назад. Вы назад не можете вернуться, как будто бы вы застреваете в каком-то месте. Понимаете, у вас якорь и перспектива. То есть вы как будто бы с якорем на ноге, и вперед вам идти тяжело. В прошлом человека, с которым вам тяжело наладить отношения сейчас, в прошлом вы его знали, возможно, знали с детства или как ребенка, или, может быть, вас объединяют дети, да, или, вы его знали и ничего плохого о нем не думали, да, вот так. Это в прошлом. Что происходит в вашей жизни сейчас? Но сейчас вы как будто бы избавляетесь или теряете что-то важное. Может быть деньги, может быть друзей, может быть время, может быть действительно просто какие-то важные для вас моменты. То есть вы избавляетесь, эти карты сверху хорошие, вы избавляетесь сейчас не от самого плохого в данный момент. Да, можно было бы от чего-то худшего избавиться. То есть вы больше теряете, чем избавляетесь. Вот такое, да. В отношениях у вас сейчас ключевой момент, так сказать, важный, критический, судьбоносный момент, пропускать который нельзя. Сейчас у вас в семье происходит очень важный обмен информацией. И та информация, те знания, которые у вас реализуются в вашей семье, в вашем очаге, через женщину, они очень сильно влияют на вашу судьбу, на ваше будущее и на перспективы, как вы пойдете по вот этим картам дальше, да. Сейчас у вас закрыты двери, и такое ощущение, что возможностей их открыть у вас нет. Но это такое ощущение, возможно, по картам, да. Может быть, вы действительно бьетесь в двери какие-то, да, в какой-то вариант уперлись, он не открывается, и
у меня такое ощущение, что сейчас не открываются двери, которые открыться не должны. Во всяком случае сейчас. И долбить в эти двери вам не нужно. Вам, если есть возможность, нужно попробовать ключ вставить в другие двери. А этот путь, это направление, эта информация, это общение, этот мужчина и эта женщина сейчас открыть эти двери не могут, но вы их пытаетесь открыть. В перспективе вас ждет успех. Но сейчас эта карта говорит о том, что успех, он гораздо глубже. Вы его пока не видите. Вы можете чувствовать этот успех, но вы еще не догадываетесь, как бы, да, то есть мозги еще ваши этот успех, они не визуализировали, не просчитали, не составили алгоритм, не написали план, бизнес, да, вот так. Вы сейчас наивны, вас кто-то обманывает, может быть, оббирает, обкрадывает, но этот человек пользуется доверчивостью. Сейчас в вашем поле есть человек, который пользуется вашей доверчивостью и забирает у вас, может быть, достаточно какие-то ценные, важные аспекты вашей жизни. Что это? Деньги, внимание, здоровье, доброта, трудно сказать. Но, видите, крысы есть. Крысы – это о потерях, а хитрость и доверчивость, наивность, детскость. Ну, это сейчас. И сейчас это либо вы кого-то обманываете, да, ну, то есть или обратная сторона вас обманывает. Окей, давайте смотреть, что будет. Я бы хотел посмотреть, что будет, что придет на смену вашим потерям. На смену вашим потерям придет апатия. Будет, вот вы на пороге такого периода, когда вы теряете, а потом уже, знаете, так устали терять, что, просто ничего больше не хочется. И, знаете, вы на пороге апатии, и на смену вашим потерям придет безразличие. Эмоциональное выгорание, может быть, эмоциональная холодность или риск обидеться на всех вокруг и разочароваться в жизни. Что готовит вам судьба в отношениях в будущем? Закрытие гештальта в прошлых отношениях с прошлым мужчиной, у мужчин с прошлой женщиной, с прошлой работой и с прошлым бизнесом. Какая информация вас ждет о семье, или от семьи, или о женщине, или от женщины? Информация, которая позволит вам, возможно, избавиться от чего-то плохого в связи с семьей и в связи с этой женщиной. Может быть, это какая-то духовная информация, магическая информация, информация по очищению и перезагрузке, может быть, каких-то духовных аспектов. Какой у вас шанс появится вместо той двери закрытой, которая закрывает вам путь к тому человеку, который вам дорог? Пока трудно. То есть возможность появится реализовать шанс, в котором вы сомневаетесь. Возможно, скорее всего, появится еще какой-то шанс в этом же направлении или в похожем направлении, но это сомнительный какой-то шанс. Знаете, как сейчас говорить о высокой вероятности каких-то шансов, значит, может быть, обманываться больше, то есть, или быть наивным. Может быть, ситуация настолько плоха, что, в принципе, этот шанс и не сработает. Но какой шанс сработает, неизвестно. Он скрыт еще. Что скрыто от вас в будущем? От вас в будущем скрыт мужчина, успех, богатство, деньги, здоровье, достаток, самодостаток, бизнес, хорошо оплачиваемая работа и
Ну, давайте так, обеспеченность. Очень хорошая карта. Кто что забирает у вас, крадет, пользуется вашим доверием, доверчивостью и так далее. Так, мы здесь прикроем. Здесь звезда, здесь какая-то женщина. И может быть женщина водолей, близнецы. Кстати, близнецы взял из, вы поняли, из фишек, из знаков зодиака. Близнецы, весы. Женщина красивая, умная. Но если это мужчина, то тоже тех же знаков зодиака. Красавчик умный, разумный. Ну и человек, который, может быть, имеет звезды на погонах там, или служащий. Ну и человек, который очень умный. Вообще это больше женская карта. Но мужчина здесь тоже может быть. Ну, по знаку зодиака ориентируйтесь во всяком случае. Что навсегда уходит из вашей жизни? Уходит какой-то мужчина. А что приходит на смену? А на смену приходит радость, понимание, осознание, честность, правда, справедливость и позитив. То есть, если он уйдет, значит, это к лучшему. Чем сердце успокоится ваше? Сердце успокоится женщиной, с женщиной, если кто-то смотрит на женщину. Сердце успокоится внутренней мягкостью, гармонией, балансом, женским здоровьем, женской красотой. И сердце успокоится спокойным, уравновешенным взглядом в прошлое. То есть гештальт прошлого будет закрыт. Что вам нужно делать? Или что советуют делать карты Таро? Разобраться с эмоциями, разобраться с магией, черной магией, темной магией, негативными энергиями, если чувствуете, что они есть. Разобраться со здоровьем, и разобраться с тем, чего боитесь. Что советуют карты не делать? Не избегать своей судьбы, трудностей, преодоления испытаний, преодоления каких-то проблем, решений проблем. Почему вы пришли на этот расклад? Потому что вы ищете радости в жизни. Возможно, вы дама пиковая. Это весы, близнецы, водолей. Но вообще вы ищете такой свежести в отношениях, как минимум, или ясности в отношениях. И, может быть, вы ищете выход из одиночества. И вам важно наладить свою гармонию внутреннюю и внутреннее равновесие. Совет от Таро. Если чего-то сильно боитесь, прекращайте бояться, действуйте. Если вообще бесстрашны, то не рискуйте сильно. Знаете, есть такая «Петля и камень в зеленой траве». Не знаю, кто-то читал или не читал. Интересный такой детектив, в принципе. Но он как не детектив. Здесь нужно, если вы ничего не боитесь, просто нужно осмотреться. Не все, кто выдают себя за добродетель, являются ангелами, да, как-то так. И от себя хотел добавить вам сегодня. Пользуйтесь своей силой и здоровьем. Берегите свои силы и здоровья, они вам еще понадобятся. Увидимося, услышимося. Все буде добре, на зв'язку. Побачимось. Па-па.